Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Таня Бугри на своем канале запустила челлендж «Маникюр за час», и я решила в нем тоже поучаствовать. На самом деле для меня скорость никогда не была проблемой, потому что всегда коррекция у меня в 40 минут помещается. Больше времени у меня занимает выполнение маникюра, но поскольку я его делаю не очень хорошо и вообще делать не люблю, то стараюсь сделать минимальными усилиями, так, чтобы только отрезать лишнее, чтобы ничего в кадре вам не мешало. Поэтому чисто для себя я решила здесь еще немножечко усложниться. Что же мы сегодня за час с вами будем делать? Мы будем делать полностью коррекцию моделирующим материалом, плюс аквариумный дизайн на 4 пальчика, плюс покрытие, плюс маникюр и плюс прорисовочку на дизайн. Для того, чтобы не растягивать ролик, я уменьшила для вас время, в принципе, как и сделали все остальные девочки. Просто для того, чтобы вы посмотрели, как же это происходит. На самом деле, здесь я камеру установила таким образом, чтобы не следить, попадаю ли я в кадр, потому что это самое сложное во время съемок. То есть во время съемок больше всего времени теряется на то, чтобы смотреть, в кадре ты или не в кадре. Поэтому камеру установила высоко, снимаем мы издалека, но тем не менее я не переживаю по поводу выхода из кадра. Для вашего удобства внизу расположен таймер, на котором идет отсчет времени, сколько же времени это у нас занимает. В принципе, как я вам и говорила во всех эфирах, кто меня слушал внимательно, тот знает, что подготовка ногтей к процедуре должна занимать где-то в среднем 15 минут. Вот в 15 минут я как раз таки и уложилась. Что же мы должны сделать за эти 15 минут? Снять предыдущий материал, то есть цветное покрытие, и на 4 пальчиках под аквариум снять материал до тоненькой подложки, потому что нам нужна толщина для закладывания аквариума. Далее мы должны придать форму свободному краю. При этом у нас есть ноготочки на руках, которые растут в бок. Нам их необходимо сразу же повернуть. Нам необходимо подготовить отросшую ногтевую пластиночку, взъерошить анихопласты пилочкой для того, чтобы обеспечить дальнейшее сцепление с материалом. Ну и убрать теги, нанести праймер и нанести слой базового геля. Вот это вот все у нас должно поместиться в 15 минут и чуть-чуть секунд, может быть. Поскольку снимаю издалека, вам в кадре видно тот бардак, который у меня в это время образовывается. Я, конечно же, заранее все себе подготовила, положила под руку все необходимые мне материалы и инструменты, но поскольку убирать из кадра, опять же, у меня времени нет, поэтому бросаю все, как бросается. Поэтому за это прошу прощения, небольшой бардак у меня в кадре таки получился.
Для того, чтобы ускорить время работы, необходимо по максимуму убрать лишние движения. Вот одно из лишних движений – это обтрушивание пыли, потому что безумная гора времени идет на то, чтобы положить пилочку, взять щеточку, обтрусить пыль, положить щеточку, взять пилочку, продолжить дальше. Поэтому пыль в данном случае для сокращения времени мы убираем один раз. Это работа не на камеру, это работа на время, поэтому здесь мы не следим за картинкой, а следим за временем. Один раз перед праймером убираем пыль, наносим праймер и отправляем сушиться клиента в лампу после базового геля. Итак, стоп-время у нас на подготовку ногтей ушло 14 минут, 56 секунд и 19 миллисекунд. Это я специально по таймеру здесь остановилась и посмотрела. Это именно то время, когда был нанесен последний пальчик базового геля и отправлена клиентка сушиться в лампу. В данном случае, по-хорошему, в лампе нужно было провести 2 минутки для того, чтобы просушить базовый гель. Но, поскольку мы сокращаем максимально время, то здесь я дала просушиться буквально секунд 30 и поехала работать дальше, потому что в дальнейшем еще база у нас просушится, она в лампе еще будет. И оставлять это время и сидеть просто ждать нам было некогда. Переходим к созданию дизайна. Конечно же, мы с клиенткой обсудили до начала съемки, как будет выглядеть ее дизайн. Поэтому на этом время мы уже не тратим. Все блесточки у нас уже подготовлены. Единственная паталь, которую я подготовила, она у нас разлеталась на столе постоянно. Поэтому мы ее собирали откуда только могли. Я ее сложила аккуратненько на палитрочку, но она постоянно куда-то улетала. После того, как мы заложили и перекрыли аквариумный дизайн, переходим к моделирующему гелю на остальных пальчиках. В данном случае выполняем коррекцию замесом. Почему? Потому что замесом выполнить ее проще всего, и если вдруг клиентка в следующий раз попросит у меня френчик, у меня на ноготочках камуфляж присутствует, поэтому мне не нужно будет опять же спиливаться до тоненькой подложки, чтобы заложить слой плотного камуфляжа.
Отправляем клиента сушиться в лампу, и вот тут у нас есть немножечко времени. Обычно в это время я убираю из-под рук все ненужные мне больше материалы, привожу рабочее место в порядочек, достаю пилочки, но поскольку сейчас опять же мы сушиться будем не 2 минуты, потому что мы максимально сокращаем время, мы сейчас начнем пилить одну ручку, 2 пальчика, поскольку они самые просушенные, потом положим, досушим остальные и возьмемся за вторую руку, чтобы сокращать время как можно больше. Поэтому здесь я убираю немножечко пыльку, разговариваю с клиенткой, мы здесь смеемся, шутим о том, как же весело нам все это снимается. В общем, получилось на самом деле довольно интересно. А теперь самое интересное – опил. Поскольку материал выложен довольно четко, поскольку длина ноготочков небольшая, опил занимает минимум по времени. На опил одного ноготочка у меня уходит где-то приблизительно минутка. Вот тут мы отправили в лампу досушиваться средний и указательный пальчики. В это время вторая ручка у нас была в лампе, и там полный цикл просушки у нас прошел. Поэтому я беру вторую ручку, отпиливаю ее полностью и возвращаюсь к предыдущей. Помните, я вначале говорила, что на этих ручках у нас есть в бок растущие пальчики. Это 2 указательных, которые мы на этом этапе доповорачиваем. То есть запиливаем в ту сторону, в которую нам необходимо. А еще эти же пальчики на этой же руке вниз растущие. Мы здесь их еще и поднимаем. Материал мы сюда выложили немножечко больше, чем на остальные пальцы. И путем выпиливания снизу арочки поднимем ноготочки так, чтобы они смотрелись ровненько. Не знаю, как вам, а я на этом месте буквально таки залипла. Очень интересно наблюдать со стороны за своей же работой. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, вам понравился такой проект или не понравился? Ну а в этом месте делаем мой любимый маникюр через Ж. Опять же, маникюр наименьшим количеством движений. Для меня количество движений всегда очень и очень важно, потому что именно от количества движений зависит время выполнения процедуры. Поэтому, поскольку маникюр, я повторяюсь, я его не люблю, я его терпеть не могу, я его делать не хочу и не
была бы моя воля, никому бы не делала вообще. Но под гнетом YouTube зрителей и общественности мне это делать приходится, поэтому я сократила все это до минимума движений и делаю все вот таким вот образом. Если кто-то не видел на канале и не слышал, как я это делаю, есть урок, который так и называется «Маникюр через Ж». Посмотрите. Теперь нам осталось самое кропотливое – это покрытие и прорисовочка на аквариум. Но, тем не менее, у нас на это еще целых 15 минут. Поэтому, как вы думаете, успеем мы или нет? Для сокращения времени именно на этом этапе используем цвета гель-лаков, тех, которые ложатся в один слой. В данном случае клиентке моей понравился вот этот вот оттеночек, он не капризный, поэтому мы на нем и остановились.
И если честно, вот в этом моменте я расслабила булки. Почему? Потому что я смотрю, я уже в принципе закончила. Мне остался, грубо говоря, только финиш. Дизайн у меня готов, все у меня готово. Прорисовки в этот момент я еще не планировала, а у меня еще целых 10 минут в запасе. Поэтому здесь мы уже с клиенткой хорошенечко высушили наши ноготочки в лампе. А потом, поскольку осталось еще целых 10 минут, решили добавлять таки прорисовку на аквариум. И вот мы уже добавили прорисовку, мы перекрыли ноготочки финишем, и у нас все равно остается еще время. Поэтому дальше мы решили добавить еще и вензельной прорисовки поверх финиша. Ну, потому что Новый год все-таки клиентку хочется отпустить максимально красивой, поэтому здесь мы решили еще и вензеля нарисовать. И вот в этом месте, конечно же, в 2 минуты рисования вензелей мы не поместились. Мы их рисовали немножечко дольше. Кто угадает, сколько общего времени у нас на это ушло?
Итого, подводим итоги. Общее время выполнения данной процедуры заняло 1 час 2 минуты 19 секунд и 20 миллисекунд. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось, потому что мне было очень интересно за этим наблюдать со стороны во время озвучки. Ну а мы с вами встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока-пока.